В конце XVIII века Европа стояла на пороге перемен. Старые империи еще держались на своих тронах, но их устои трещали под ударами революций, войн и новых идей. И именно тогда, среди хаоса и крови, появился человек, которому суждено было потрясти весь континент. Его звали Наполеон Бонапарт. Невысокий, с пронзительным взглядом, родом с далекой Корсики, он превратился в одного из самых великих завоевателей в истории. В 1790-х он был всего лишь амбициозным офицером артиллерии. Но уже через 20 лет Европа будет склоняться перед его именем, а армии от Испании до России дрожать от одного лишь упоминания. Сегодня мы расскажем о том, как Наполеон создал французскую империю, изменил судьбу Европы и стал символом власти, амбиций и трагического падения. Молодой генерал, родившись в 1769 году на Корсике, Наполеон с детства чувствовал себя чужаком. Он говорил с акцентом, презирал праздность и был одержим книгами, особенно о военном искусстве. В 16 лет он стал офицером артиллерии, а уже в 24 – генералом революционной Франции. Его звезда взошла в 1793 году при осаде Тулона, где он проявил себя как мастер тактики и хладнокровный лидер. Франция в то время утопала в хаосе. Революция смела короля, страна жила в постоянном страхе, а на горизонте нависали монархии Европы, готовые задушить молодой республиканский эксперимент. Но именно в этой буре и появился Наполеон, человек, которому не нужна была теплая должность при дворе. Ему нужны были победы. Итальянский поход 1796-1797. Свою первую славу Наполеон снискал в Италии. В 1796 году он возглавил армию Италии, голодных, плохо одетых солдат, которые больше напоминали бродяг, чем воинов. Но Наполеон вдохнул в них веру. Его речь стала легендой. «Солдаты, вы боссы, плохо одеты, но у вас есть слава и богатство Италии». И армия пошла за ним. За год он разгромил австрийцев, заключил выгодный мир и вывез из Италии несметные сокровища. Париж был потрясен. Молодой генерал превратился в национального героя. Египетский поход 1798-1799, но Наполеон был не из тех, кто довольствуется малым. Его взгляд обратился к востоку. В 1798 году он возглавил экспедицию в Египет. Цель была грандиозной – перекрыть Британии путь в Индию и создать французскую империю на востоке. Высадка в Александрии, разгром мамлюков в битве у пирамид – все это выглядело как начало новой легенды. Но у берегов Нила флот Наполеона был уничтожен адмиралом Нельсоном. Французская армия оказалась в ловушке. Хотя поход закончился провалом, именно тогда Наполеон показал свой гений не только как полководца, но и как организатора. Он создал институты, реформировал управление, привез в Европу розетский камень, ключ к разгадке египетских иероглифов. И самое главное, он вернулся во Францию не как побежденный, а как спаситель. Путь к власти 1799-1804. Франция была истощена революцией. Политические клубы, заговоры, экономический хаос, народ жаждал сильной руки. И в ноябре 1799 года Наполеон совершил государственный переворот, известный как переворот 18-го Брюмера. Он стал первым консулом Франции, фактически диктатором, но он не разрушил государство, а начал строить его заново. Банки, налоговая система, суды, школы – все это было реформировано. И в 1804 году Франция получила новый символ – империю. Коронация Наполеона 1804 года. 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери собрался весь цвет Европы. Папа Римский Пий VII приехал короновать нового императора. Но произошло нечто, чего не ожидал никто. Наполеон сам взял корону из рук папы и возложил ее на свою голову. Это был знак. Его власть не от Бога и не от традиций, а от его силы и воли. Французская империя родилась. Войны и победы 1805-1807. Но империя не может существовать без войны. Против Франции собрались коалиции: Австрия, Россия, Пруссия, Британия.
Все они хотели сломить амбиции маленького капрала. В 1805 году под Аустерлицем Наполеон одержал одну из самых блестящих побед в истории. Битва трех императоров Наполеон против Александра I и Франца II стала символом его гения. Французы, численно уступая, разбили объединенные силы. В 1806-1807 годах он разгромил Пруссию при Йене и Ауэрштетте, а затем русскую армию при Фридланде. Европа была повержена. В 1807 году мир в Тильзите сделал Наполеона властелином континента. К 1810 году французская империя простиралась от Испании до Польши. Братья и родственники Наполеона сидели на тронах Европы. Жозеф в Испании, Жером в Вестфалии, Луи в Голландии. Кодекс Наполеона распространялся на десятки миллионов людей. Его армия считалась непобедимой. Наполеон стал символом новой эпохи. Он не просто воевал, он менял саму ткань Европы. Но вершина всегда опасна. Чем выше поднимается человек, тем страшнее его падение. И очень скоро Французская империя столкнется с вызовами, которые не смогла выдержать даже армия Наполеона. В следующей части мы расскажем о войнах, которые превратили славу Наполеона в трагедию. Испания, Россия, Ватерлоо и последние годы императора. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. А как думаете вы, мог ли Наполеон удержать империю и избежать катастрофы? Пишите в комментариях.